Знай же, что Кришна – изначальная душа всех живых существ. Ради блага всей Вселенной Он по своей беспричинной милости принял облик обычного человека, сделав это с помощью своей внутренней энергии. Комментарий учеников Шрилы Прабхупады. В Чайтанья-чаритамрите Мадхья 20.162 Шрила Прабхупада комментирует этот стих следующим образом. Махараджа Парикшит спросил Шукадеву Госвами, почему Кришна был так дорог обитателям Вриндавана, которые любили его больше собственных детей и даже собственной жизни. Шукадева Госвами ответил, что атма, душа, очень и очень дорога каждому, особенно живым существам, воплощенным в материальных телах. Но ведь атма, вечная душа, неотъемлемая частичка Кришны. По этой причине Кришна чрезвычайно дорог каждому живому существу. Каждому дорого свое тело, и все стараются защитить его любыми средствами только потому, что в теле обитает душа. Поскольку отношения между душой и телом очень тесны, каждое живое существо дорожит своим телом. Подобно этому душа, будучи неотъемлемой частичкой Кришны, Верховного Господа, очень и очень дорога каждому. К несчастью, душа забывает о своем изначальном положении и начинает считать себя телом, деха атма будхи. Так она попадает под власть законов материальной природы. Если же душа, воспользовавшись своим разумом, возродит в себе влечение к Кришне, она сможет понять, что является не телом, а неотъемлемой частичкой Кришны. Обретя это знание, она уже не будет тяжело трудиться, побуждаемая привязанностью к телу и всему, что относится к телу. Джанасья мохаям ахам мамети. Материальное существование, основанное на представлениях «я тело» и все эти вещи принадлежат мне, также иллюзорно. Нужно перенести свою привязанность на Кришну. В Шримад Бхагаватам 1.2.7 говорится «Васудеви Бхагавати Бхакти Йога Прайоджита Джанаятья Шувайра Гьянам Чаяд Ахайтукам». К тому, кто служит личности Бога, Шри Кришне, очень скоро сами собой приходят знания и отрешенность от мира. So, as explained in the purport here, this is an explanation of why the people of Vrindavan were so attracted to Krishna. В этом комментарии приводится объяснение того, почему жители Вриндавана были настолько привязаны к Кришне. But the explanation is a little bit indirect. Но это объяснение немного косвенное, непрямое. So Sukadeva Goswami describes how we have attractions to things in this world. Шукадева Госвами описывает то, как люди привлекаются различными вещами в этом мире. And some people have very great attraction to certain objects or other persons in this world. Некоторые люди имеют очень сильную привязанность к каким-то или влечение к каким-то предметам этого мира. But then he analyzes that actually these objects are attractive simply because they're related to his own body. Но дальше он объясняет, что эта привязанность возникает лишь потому, что люди привязаны к собственному телу. I like these objects because they give pleasure to my body. Эти предметы или эти объекты наслаждения так нравятся мне, поскольку они связаны с моим телом. Or I love this person because he gives pleasure to me. И я люблю этого человека, потому что он приносит удовольствие мне. So the self, in terms of false identification of the body, is more important than anything else in this world. То есть вот это ложное отождествление себя с телом становится важнее, чем все остальное в этом мире. But then we also know that actually, from the spiritual point of view, we're not the body, we are the soul. Но также мы знаем с духовной точки зрения, что не являемся этим телом, мы являемся душой. But most people in this world don't know that. Но большинство людей в этом мире не знают этого. So they're trying to be happy, get pleasure for their body from objects of this world. Они пытаются стать счастливыми, получая удовольствие от соприкосновения с объектами этого мира. Yet, even these persons who are completely in ignorance, still they also understand that this body is actually a little different from themselves. Но даже эти люди, которые находятся в невежестве, все равно понимают, что это тело, это не я, это нечто другое. So we talk about my body, or my head, or my eyes, etc. То есть мы всегда говорим, это мое тело, это моя голова, это мои глаза и так далее. So they all belong to me. То есть все это принадлежит мне. But where is this me?
Но где же это я, It's мое? not the eyes, it's not the body. What is it? It's something else. То есть это не я, это не тело, не глаза, это что-то другое. So we actually think in terms of my body. That means we separate ourselves from our body. То есть, когда мы говорим «мое тело», мы отделяем себя от этого тела. But we don't think about this too much in the material world. Но в этом материальном мире мы особо не задумываемся об этом. Nevertheless, we understand, as Bhagavad Gita explains, that I was a child, then I grew up, then I got old. So the I is there and the body is changing. The eyes? The body is changing, but I remains. То есть в Бхагавад-гите объясняется, мы понимаем это, что сначала я был ребенком, потом я стал старше, тело меняется, мы меняемся. So somehow we do conceive of the body and the self as different. То есть так или иначе мы все-таки воспринимаем, что тело и я это отличные субстанции. And then when we see a person, a dead body, we don't say that is the person, we say the person is gone from his body. И когда мы видим мертвого человека, мы говорим, что это не человек, то есть сама личность ушла из тела. So though we are in ignorance and we believe in we are the body, still there's this other conception, I'm not the body. То есть несмотря на то, что мы можем находиться в невежестве и отождествлять себя с телом, тем не менее мы разделяем эти вещи. So therefore, Sukadeva Goswami says that actually more dear to you than the body is yourself. И поэтому Шукадева Госвами говорит, что то, что более дорого нам, это не тело, это то, что это я. And of course, we know that you go from body to body, and each body you are trying to get some happiness. Sorry. We go from body to body, and we try to get happiness. И как бы мы перебираем, так сказать, тела, мы пытаемся получать удовольствие от них. And there's some continuity from one body to the other because we have that identity as self. И как бы есть вот этот как бы, переход из тела в тело, но всегда есть одна личность. So the self is the dearest thing to a person, his own self, which is his soul. И как раз вот это живое существо само оно определяет личность. But then Sukadeva Goswami goes further. He makes a further conclusion. Но дальше Шукадева Госвами делает следующее заключение. Within the soul, there's another soul. В душе есть еще душа. And that's Krishna. И это Кришна. So just as the soul is more dear than the body, so Krishna is more dear than the soul. Так же как душа более ценна и более дорого живому существу, чем тело, так и Кришна более дорог даже, чем душа. But of course, in the material world, we also don't know that. We are in ignorance. Но в материальном мире мы не знаем этого, мы находимся в невежестве. But people in the spiritual world, they understand that yes, the Lord is the soul of the soul. Но в духовном мире люди прекрасно понимают, да, Господь является душой всех душ. So naturally, He is the most important and the dearest. Поэтому Он самая важная личность и самая дорогая для всех. So why is that soul of the soul so dear? И почему же эта личность, душа всех душ настолько дорога всем? The same way that the soul is dearer than the body. Dear, yeah. Точно так же, как и душа более дорога, чем тело. Why do we like the self more than the body? Because that self is permanent, the body is temporary. Почему душа более ценна, более дорога нам, чем тело? Потому что тело временно, а душа, она как бы более главная. And that self gives life to this material body. И душа дает жизнь телу. So similarly, the Supreme Lord, who's the self of the self, He is the one that gives life to the Atma. И также Господь, который является душой всех душ, Он дает жизнь Атме. He is the one that nourishes and gives inspiration and gives pleasure and gives joy to the individual jiva. Это тот, кто питает индивидуальную душу, дает ей жизнь, дает ей наслаждение, радость. So naturally, He is the dearest of all. Поэтому Он является самым дорогим. So that is well realized, very much realized in the spiritual world. И это тот момент, который очень хорошо понимают жители духовного мира. Just as everybody in this material world is trying to get enjoyment for themselves. Точно так же, как люди в этом мире пытаются получать удовлетворение своих чувств. Everyone in the spiritual world is trying to give enjoyment to Krishna. Точно так же в духовном мире его жители пытаются удовлетворить Кришну. Because he's the self of the self. Потому что он является самой сутью. So, in the spiritual world, of course, there's also a hierarchy. Конечно, в духовном мире также есть иерархия.
everyone's attracted to the Supreme Lord, but some people are more attracted to the Supreme Lord. Everyone's attracted to the Supreme Lord, but some people are more attracted. Все привлечены Господом, но есть люди, которые еще больше привлечены им. So in other words, we have various degrees or various intensities of prema. Поэтому есть различные как бы уровни премы или градации. And one classification is according to different forms of the Lord. И в частности это зависит от формы Господа. Some forms of the Lord have a weaker attraction, a weaker prema. Some have a stronger prema. Одна форма Господа пробуждает более как бы слабую прему, другая более сильную. So the Vishnu forms have a weaker type of prema. Например, Вишну форму как бы привлекает меньшую прему, как бы более слабую прему. And if we have a relationship with Ramchandra, it is stronger. Если у нас есть отношения с Рамачандрой, то према усиливается. But if we have a relationship with Krishna, it's much stronger. Но если у нас отношения с Кришной, то према, которая проявляется, она еще более сильна. So there are various devotees, and they may prefer that weaker type of prema. И есть преданные, которые предпочитают именно вот прему, которая более слабая. So generally in the spiritual world, most of the forms are these Vishnu forms. В духовном мире большинство форм это формы Вишну. And of course they have millions and millions and millions of servants there. Естественно, там этим формам служат миллионы и миллионы преданных. So many jivas appreciate and prefer that type of relationship with Vishnu. И очень многие дживы предпочитают именно такой вид отношений. It is rare to have a more intense relationship. It's rare, much rarer. То есть отношения, когда према проявляется гораздо сильнее, они более редкие. So there's many Vishnu forms and many devotees there. There's less devotees for Ramchandra. Есть много слуг у преданных, которые предпочитают отношения с Вишну, меньше преданных, которые предпочитают отношения с Рамачандрой. And even less for Krishna. И еще меньше преданных предпочитают отношения с самим Кришной. So to be a devotee of Krishna in the spiritual world is very rare. Поэтому иметь отношения с Кришной в духовном мире это очень редкая вещь. And of course, there's also different types of rasas. И есть, конечно же, различные типы рас также. Shanta rasa is the weakest. Шанта раса это самая слабая раса. Dasya is a little stronger. Дасья немного посильнее. Sakya is a little stronger. Сакья еще более сильная раса. Vatsalya is stronger. Ватсалья еще сильнее. And Madhurya is the strongest. И Мадхурья самая сильная раса. So generally in Vaikuntha it's all dasya. В основном на Вайкунтхе проявляется дасья раса. And even with Ramchandra it is basically dasya. И в отношениях с Рамачандрой также в основном проявляется дасья раса. So Rupa Goswami comments in Nectar of Devotion that this is the most usual rasa for the jivas. И в Нектаре преданности Рупа Госвами объясняет, что дасья раса является наиболее как бы популярной среди живых существ. So it's much rarer to get Sakya, Vatsalya and Madhurya. Сакья, Ватсалья и Мадхурья это те расы, которые как бы проявляются реже. So of course these rasas are available in a relationship with Krishna. Конечно же, эти расы доступны в отношениях с Кришной, but not with the other forms of the Lord. Но не с другими формами Господа. Of course, Vishnu has a relationship with Lakshmi and Madhurya rasa. Конечно же, у Вишну с Лакшми и Мадхурья раса. But this is not the aspiration of all the jivas that worship Vishnu. They want to be dasas. Но в отношениях с Господом у джив проявляется именно дасья раса, а не Мадхурья раса. And similar with Ramchandra. То же касается и Господа Рамачандры. Sita Devi has Madhurya rasa, but nobody else aspires for that. У Сита Деви проявляется Мадхурья раса к Рамачандре, но никто другой из преданных не стремится к этой расе. So this is one of the special characteristics of Krishna. То есть в этом уникальное положение Кришны. In Nectar Devotion, Rupa Goswami says there's 4 special characteristics that distinguish Krishna from Vishnu. В Нектаре преданности Рупа Госвами описывает 4 уникальные качества, которые присущи Кришне в отличие от Вишну.
So one of these four characteristics is that he's surrounded by devotees in very sweet relationships. Одно из этих качеств заключается в том, что Кришна всегда окружен преданными, которые проявляют к нему очень сладостные отношения. So in the description of Krishna with the cowherd boys, just before this Brahma takes all the calves and cowherd boys, there's millions and millions of cowherd boys there with Krishna herding the calves. А вот в этой главе мы читали о том, как Кришна всегда был окружен миллионами мальчиков-пастушков, которые проявляли к нему очень сладостное отношение. They're all in Sakya rasa. И все они находятся по отношению к нему в Сакхи-расе. Similarly, all the elder people of Vrindavan have Vatsalya rasa to Krishna and Balaram. Старшие жители Вриндавана находятся в Ватсалья-расе по отношению к Кришне. And in the Rasa Lila there were 3 billion gopis. И в Раса-лиле было 3 миллиарда гопи. So many Jivas have so much of these rasas, Madhurya, Sakya, Vatsalya, and even Dasya with Krishna. То есть у многих джив есть Мадхурья, Ватсалья расы и Дасья раса. So not only Krishna has this variety of rasas, but also it is different because in Vrindavan especially nobody sees Krishna as Supreme Lord. Помимо этих рас, есть еще одно качество удивительное, которое заключается в том, что во Вриндаване Господа никто не воспринимает как верховную личность Бога. So that makes Krishna in Vrindavan superior to the Krishna in Mathura and Dwarka. Это делает Кришну более, как сказать, более, то есть выше, чем Кришна в Мадхуре или в Двараке. So all the rasas are available in Mathura and Dwarka, but they see Krishna as Supreme Lord also. Supreme. Да, в Мадхуре и в Двараке Кришна также может иметь отношения с преданными в этих расах многочисленных, но его все-таки воспринимают как верховного Господа там. So by seeing Krishna as Supreme Lord, that dilutes the intensity of those rasas. То есть вот эта способность видеть в Кришне верховного Господа как бы делает интенсивность отношений с ним меньше. Therefore, the people of Vrindavan who don't see Krishna as God, they have the most intense rasas of all. Поэтому жители Вриндавана, которые не видят в Кришне Господа, имеют вот эту глубину рас отношений. So, this intense affection for Krishna and Vrindavan was astonishing to Lord Brahma. Поэтому вот эта интенсивная любовь, привязанность к Кришне была так шокирующая для Брахмы. Now he's a great devotee of Vishnu. Потому что он великий преданный Вишну. In Brahmaloka there is a form of Vishnu that resides there. На Брахмалоке есть форма Господа Вишну, который как бы правит этой. But the relationship is dasya. И эти отношения между Брахмой и Вишну, естественно, на Дасья расе. And Brahma sees Supreme Lord as Supreme Lord. И Брахма рассматривает Господа как верховного Господа. Brahma also has prema, but it is a much weaker form of prema. Brahma has prema, but it is weaker. У Брахмы есть према по отношению к Господу, но это более слабая категория премы. So when he came to Vrindavan, его друзья, старшие жители Вриндавана, относятся к Кришне, он был поражен. He had never seen anything like this. Он никогда ничего подобного не видел. So in other words, he could appreciate the nature of the people of Vrindavan. He could appreciate it. Yeah, couldn't. He could. То есть таким образом он смог оценить вот это отношение преданных Господу Вриндаване. And in this chapter he begins to praise the people of Vrindavan. И в этой главе он начинает возносить хвалу жителям Вриндавана. He realizes that they are more elevated than he is. Он понимает и говорит о том, что они более возвышены, чем он. He is the highest jiva in the universe. Хотя он является высочайшей дживой во Вселенной. He also has the Supreme Lord on his own planet. У него на его планете живет сам Господь. But these people in Vrindavan who are cowherd people who don't even see Krishna as God, they are higher than he is. Но он говорит о том, что эти жители Вриндавана, которые являются простыми пастухами, более возвышены, чем он. The people don't treat Krishna as God; they treat him as their child or as their friend. Они не относятся к Кришне как к Господу, они относятся к нему либо как к другу, либо как к сыну. So this is something unusual.
То есть это очень необычная ситуация. And as I said, the usual relationship is to develop a relationship with Vishnu as a servant, but here we find people treating Krishna or Supreme Lord as a friend or as a lover or as a child. То есть обычная ситуация такова, что живые существа поклоняются Богу как личности Бога, как верховной личности Бога. Здесь же мы видим, что Кришну воспринимают как друга, как ребенка и так далее. And the result is that their attraction to the Lord is much, much stronger. И результат этого таков, что вот это влечение к Кришне становится более сильным. So this is actually a great secret. И в этом великий секрет. Very rare. Это происходит очень редко. And so even Brahma gets astonished by this. И Брахма был в шоке от этого. So Brahma also appreciates this. И Брахма также оценил этот момент. And he praises the people of Vrindavan for having the highest love. И он прославляет жителей Вриндавана за их эту интенсивную, очень сильную любовь к Кришне. It's astonishing not only for Brahma, this type of love is very astonishing for Uddhava. И вот эта интенсивная любовь и влечение к Кришне было тем, что удивило не только Брахму, но и также Удхаву. Krishna sent Uddhava to Vrindavan to deliver a message to the gopis and to pacify Nanda and Yasoda. Кришна отправил Удхаву во Вриндаван, чтобы тот успокоил гопи и Нанду и Яшоду. So Krishna chose Uddhava because he was very similar to Krishna. Почему Кришна выбрал Удхаву? Потому что он был очень похож на него. He actually looked almost like Krishna. Он выглядел почти так же, как Кришна. When the gopis saw him, they thought, "Oh, this is Krishna." И когда гопи увидели его, они подумали, что это Кришна. But not only he looked like Krishna, he was wearing Krishna's garland. Но он не только выглядел как Кришна, на нем была гирлянда Кришны. Not only that, he had qualities like Krishna. И не только это, у него также были качества Кришны. And therefore he was a very intimate counselor or advisor for Krishna. Именно поэтому он был таким близким советником Кришны. Он понимал ум Кришны. For that reason, Krishna sent him to Vrindavan. По этой причине Кришна отправил его во Вриндаван. He understood that he could appreciate the people of Vrindavan. Он знал, что этот преданный поймет отношения жителей Вриндавана. So Uddhava pacified Nanda and Yasoda. Так Удхава успокоил Нанду и Яшоду. And he tried to pacify the gopis by delivering Krishna's message. И попытался успокоить гопи, прочитав им послание от Кришны. And then he stayed there for several months. И в течение нескольких месяцев он оставался там. Then he went back to Mathura. Затем он вернулся в Мадхуру. Когда вернулся, он доложил о том, что произошло с And he ним. announced to the people of Mathura, the Yadus, he says that these people of Vrindavan, they are much greater devotees than we are. И тогда он сказал, обратившись к Яду, жителям Мадхуры, что жители Вриндавана гораздо более возвышены, чем мы здесь. They have the most intense love for the Lord. У них очень глубокая, интенсивная любовь к Кришне. And the gopis have the most intense love of all. А у гопи вообще самая величайшая любовь к ним. Later, when the people of Vrindavan went to Kurukshetra to see Krishna, then Yasoda and Nanda met with Krishna and Balaram privately. И когда жители Вриндавана отправились на Курукшетру, чтобы увидеться с Кришной, то Нанда и Яшода, секретно встретились с Кришной. So, Rohini and Devaki were also present. С Кришной Баларамой. Также там присутствовали Деваки и Рахини. So, when Nanda and Yasoda saw Krishna and Balaram, they did not see them as the lords of Dwarka. Когда Нанда и Яшода увидели Кришну Балараму, они не увидели в них Господа Двараки. They saw them only as their children. Они просто увидели своих детей, поколений. Like they were 5-year-old children. Как будто это были 5-летние ребятишки. Even though they were, full adults and they were married to 16,108 queens, Krishna was married, but still they thought of them as small children. Хотя это были уже взрослые молодые люди, Кришна был женат на 16 108 женщинах, и
Тем не менее, Нанда и Йошода усадили их на свои колени, как будто это были маленькие дети. And milk began to flow from Yashoda's breast, И affection for Krishna. у Йошоды была настолько сильная любовь к Кришне, что из ее груди потекло молоко. And Devaki was looking, and she was most astonished. Деваки смотрела на все это и не понимала, что происходит. And she tried to remind Yashodananda, actually, you see, Krishna and Balaram are not your children, they're my children. И она стала напоминать Нанде и Йошоде, что на самом деле это не ваши дети, это мои дети. I gave birth to Krishna and Balaram. Это я родила Кришну и Балараму. But Yashodananda didn't hear that at all. Но Нанда и Йошода не слышали этого. And she said, well, how is this possible? They have so much attraction for Krishna and Balaram. I'm the mother, but they have more attraction. И она подумала, интересно, почему так происходит? Я родила этих мальчиков, но у Нанды и у Йошоды их любовь гораздо сильнее, чем моя. So even Devaki, who is the mother of Krishna and Balaram, was most astonished by this intense love that Nanda and Yashoda had for Krishna and Balaram. То есть Деваки, которая, хотя она являлась матерью, была как бы So in other words, очень, она не понимала, почему любовь Нанды и Йошоды настолько сильнее, чем ее. The people of Vrindavan are very, very special. Поэтому жители Вриндавана занимают особое положение. Because of this most intense love. Потому что их любовь очень интенсивна. So they have the most intense love because they have the most intimate vision of Krishna, not as God, but in a relationship as a friend, lover, or as their child. И почему их любовь настолько сильна и интенсивна? Это потому, что они имеют вот эти вот более интимные отношения, более близкие отношения с Кришной, как друга, возлюбленного или ребенка. So, of course, philosophically, it is true that the Supreme Lord is the soul of the soul. Философски это действительно так, что Кришна является душой всех душ. He's the soul of the universe. Он является душой всей вселенной. He is the life giver of everything in existence. Он дает жизнь всем в этой вселенной, в этом проявлении. But more important than that is if we establish a relationship with him, then that becomes the greatest cause of bliss. Но если мы установим отношения с ним, то тогда это станет причиной огромного блаженства для нас. But in that relationship, we can take various types of relationship. Но в этих отношениях мы можем проявить различные виды отношений. Now, most people think the relationship with Supreme Lord is one of I'm a very small, insignificant servant. Большинство людей считают, что в отношениях с Господом мы можем проявить лишь отношения слуги, маленького слуги. And that soul of the soul is the supreme creator, and he's very powerful. Что Господь очень могущественный, что Он великий, что Он душа всех душ. So this is the conception, the common conception around the world. Таково общее представление людей по всему миру. God is very great, we are very small. Бог очень велик, а мы очень малы. So all the religions have this concept of the great God, and I'm very small. Во всех религиях присутствует это понимание, что Бог велик, а я очень маленький. And even people following the Vedas, again, God is great as Vishnu, I'm very small. Даже в Ведах это говорится о том, что Господь Вишну велик, я очень маленький, незначительный. So that is true. Это правда. God is the greatest, He is supreme. Бог самый великий, Он верховная личность. But He is so merciful that He also has other relationships. Но Он настолько милостив, что позволяет проявлять другие виды отношений. He can have equal relationship with His devotee. Со своими преданными Он может иметь равные отношения. In other words, we have friendship as equals. Другими словами, мы можем проявлять дружеское отношение к Кришне. And so that idea of Supreme Lord as being very powerful and very small disappears. We don't see. Таким образом, вот это представление о том, что Господь более велик, чем мы, оно исчезает. That's by the mercy of the Lord. Такова милость Господа. And He acts like He is equal only. И Он ведет себя так, как будто Он равен нам. So we see in Vrindavan
Krishna plays with the cowherd boys. Поэтому мы видим, что во Вриндаване Кришна играет с мальчиками-пастушками. And they even have wrestling matches together. Иногда они даже борются друг с другом. And sometimes Krishna loses. И иногда Кришна проигрывает. And he has to carry boys on his shoulder because he loses in these games. Поскольку он проиграл в какой-то игре, он должен нести своих друзей на своих плечах. And they have picnic together, they eat together, and they share their food together. Иногда они проводят вот эти пикники друг с другом, то есть там делятся пищей, кушают. And this was very surprising. Brahma, when he came to Vrindavan, he saw the cowherd boys having a picnic together, exchanging all their food, and he was very astonished. И когда Брахма увидел, как во Вриндаване мальчики-пастушки обмениваются просадом друг с другом, для него это было нечто невообразимое. Or even you can be superior to Krishna, you can be the parent of Krishna or the elder of Krishna, and you can punish Krishna. И даже можно быть выше Кришны, то есть проявлять к нему родительское отношение, даже наказывать его. So Supreme Lord is the punisher of everybody else, but Krishna takes the role of being punished by his mother and father. Господь это тот, кто иногда наказывает живых существ, но в данном случае он выступает как тот, кого наказывают, то есть его родители. So Krishna actually enjoys this. И в действительности Кришна наслаждается таким отношением к себе. Mother Yasoda was able to tie up Krishna. Мама Ишода даже смогла связать Кришну. How could she do this? Как это возможно? And so it's explained. It wasn't real ropes. It was ropes of prema that bound up Krishna. В действительности объясняется, что это не были простые веревки, это были веревки премы, которые связали Кришну. Because of his love for Mother Yasoda, he agreed to be tied up. Поскольку он любил мать Ишоду, он позволил ей связать себя. And Mother Yasoda also sees Krishna as her son, not as Supreme Lord. И мама Ишода, конечно, также рассматривает Кришну как своего сына, а не как верховную личность Бога. And even if Krishna displays himself as Supreme Lord to Mother Yasoda, she won't believe it. И даже если Кришна проявляет или показывает маме Ишоде, что он верховная личность Бога, она не верит ему. So Krishna showed the universe within his mouth, and Mother Yasoda wouldn't accept it. Когда Кришна показал маме Ишоде всю вселенную в своем рту, она не поверила ему, она не приняла этого. Her conclusion was, Krishna is just my son, so how can this happen? It's impossible. Она подумала, Кришна мой сын, как это вообще возможно? Но это невозможно. So in this way, out of his great mercy, Krishna makes his role as Supreme Lord disappear. Поэтому по своей великой милости Кришна делает так, что его функция как Верховного Господа просто исчезает. And this increases the prema. И он увеличивает прему. So this type of prema is called very sweet or very madhurya. И такая према очень сладка, она называется мадхурья. So Krishna in Vrindavan is the highest form, and the people who join with Krishna and have relationships with Krishna in Vrindavan, they are the highest devotees. Поэтому Кришна во Вриндаване это высочайшая форма, и жители Вриндавана, то есть это самые возвышенные преданные. And for them, Krishna is their very life and soul. Для них Кришна является жизнью и душой. But not as Supreme Lord. Но не как Верховный Господь. As part of themselves. Он является частью их. As not in the position of God. То есть они не видят в нем Бога. Okay. Any question now? Есть ли у вас вопросы? Относительно утраты прямого на лилы, там, я не знаю, может быть, частями или есть вопросы, что Ну, давайте по частями попробуем. Вот относительно прямого на лилы, в самом начале там написано, что Брахма начал создавать траву, чтобы привлечь тебя. И в одном из комментариев описывают, что привлеклись как раз этой травой катастрофа шакти или живые существа, которые были, в принципе, склонны к привлечению материальной энергии. И что живые существа, которые были проявлены внутренней энергией Кришны, которые также выбрав Кришны появились, они как бы склонны к этому. То есть вопрос в том, что вот эта вот склонность, она даже в присутствии Кришны проявляется, живых существ. Материальным объектом. Да. То есть вот это вот живые существа, которые являются катастрофа шакти, да, или склонны подпадать под влияние, они даже в присутствии Кришны иногда проявляют вот эту вот склонность. Даже а вопрос в чем ваш?
об этом, то есть, Почему? То есть это склонность к падению или к отклонению. He said that in Brahma Vimohana Lila it is explained that when Brahma decided to make that trick, they first produced some grass to attract cows or calves. And the first who was attracted by that grass were Tatastha Shakti, so devotees with material intentions, something like that. Well, any jiva in the spiritual world is Tatastha Shakti. So, В духовном мире все дживы Татастха Шакти в любом случае. so jivas are in the spiritual world, they're in the material world, but they remain Tatastha. They're always jivas. They never become God. Живые существа в материальном мире всегда татастха, они никогда, это пограничная энергия, они никогда не становятся Богом. We have Tatastha Shakti, we have Maya Shakti, we have internal energy. То есть Татастха Шакти, Майя Шакти это внутренняя энергия. But the jivas always remain jivas. Но дживы это всегда дживы, они всегда ими остаются. But in the spiritual world, they get endowed with the Chit Shakti or the internal energy. They are endowed with it. They get a portion of that inside themselves. Татастха Шакти. Yeah, they get some Chit Shakti within them. Но Татастха Шакти также приобретает часть Чит Шакти в духовном мире. But they're always Tatastha Shakti still. Но тем не менее они всегда остаются категорией Татастха Шакти. His question was that even in the presence of Krishna, some jivas get attracted by material objects. How is it possible? Well, I don't know. This story that he's telling isn't in the Bhagavatam, and it's not mentioned by any of our acharyas. So I don't know where Я не it comes знаю, о from. какой истории вы говорите, вот, которую вы привели, откуда она взята, в Шримад Бхагаватам этого нет, ачарьи этого не говорят. Ну, один из преданных, он как раз вот читал лекцию где-то вот в начале вот этой главы, и он приводил комментарии Вишванатха Чакраварти Тхакура, что он как раз упоминает вот эту склонность у живых существ, даже в играх Кришны, привлекаться. Что именно это произошло именно поэтому, что они привлеклись травой, что у них One of the devotees was giving class, and he referred to Vishwanatha Chakravarti Thakur that cows they got attracted by grass. That even in the presence of Krishna, they got attracted by The grass. Oh, so they went away. Oh, okay. Yeah. So what's this got to do with the Tatastha Shakti or something? So what's his question then? The question is, how is it possible that even in the cows could become attracted to the grass? Oh, well, in the spiritual world, we see that cows often act like cows. Даже в духовном мире мы часто видим, что коровы ведут себя именно как коровы. And even they're considered to be ignorant beings by some of the people there. More ignorant than Ignorant, yeah. То есть они проявляют это невежество, как животные. So, how is it possible in the spiritual world we could have animals or creatures which are seemingly covered over? How is it possible? Как же возможно, что в духовном мире вот животные проявляют себя таким образом? So all this is not the material maya, it's not the material ignorance. То есть это не материальное невежество. In the spiritual world we have something called yoga maya. В духовном мире есть йога майя. So this creates spiritual ignorance. И она создает духовное невежество. So even the devotees there, technically, because they're in the spiritual world, they shouldn't have any limitation on their knowledge. И в духовном мире технически никаких ограничений в знании у преданных не должно быть. Yet they do have limitation. Но тем не менее это ограничение присутствует. Each person is confined within his particular rasa, and he's not too much aware of the other things that are happening in, like in Vasalya rasa. They're not aware of what's happening in Madhurya rasa. У каждого преданного есть своя раса, в которой он проявляет свое отношение к Кришне, и он то есть он не знает, что происходит в других расах. Or we have the pastimes going on in the spiritual world simultaneously. Krishna comes in the material world and he's having Mother Yasoda, Nanda, and all the cowherd boys here. They're also in the spiritual world simultaneously, but they're not conscious. One is not conscious of what's happening in the other realm. То есть Кришна находится в духовном мире, но одновременно с этим он приходит в земной Вриндаван, имеет отношение с Ишодой и с Нандой Махараджем, и
жители Вриндавана не догадываются о том, что происходит на земле, и наоборот. Or even now, in many universes, Krishna is having his pastimes in many universes, and all the associates are also there, but they're not aware of what's happening in the other universe. Даже прямо сейчас во многих вселенных Господь проявляет свои игры со своими преданными, но на одной вселенной преданные не знают, что происходит на других. So similarly, we have in the spiritual world, we have animals and plants. Также в духовном мире у нас есть животные, различные планеты. So the animals, for instance, they can have a relationship with Krishna, but it doesn't really develop into true rasa. It doesn't develop into true rasa. У животных могут быть отношения с Кришной, но они не развиваются в истинную расу. So sometimes it's expressed, the trees also, or the animals seem to have Madhurya rasa for Krishna, but it is explained this is not real rasa. Объясняется, что у деревьев или у животных иногда они проявляют мадхурья расу, но на самом деле это не настоящая мадхурья раса. They cannot fully express themselves and relate with Krishna just as human beings. Они в действительности не могут полностью проявить себя в отношениях с Кришной так, как это делают люди. So they act as animals. They don't speak as regular persons and carry out regular conversations. Поэтому они не говорят с Кришной, не участвуют в диалогах с ним и так далее. And so this is, we can say, due to the arrangement of the Supreme Lord for pastimes. То есть таково устроение Господа в отношении его игр. So similarly, the cows act like cows. Поэтому коровы ведут себя именно как коровы. And they run after the grass. И привлекаются травой. Спасибо за лекцию, Махарадж. Вопрос такой, что... Спасибо за лекцию. Вопрос в том, вот на Галока Вриндаване как бы Кришну не воспринимают как верховную личность Бога, а кому там поклоняются? То есть кому возносят молитвы? In spiritual world they do not treat Krishna as the Supreme Lord. Who do they worship? Do they worship to anyone? Oh yeah, they have Vishnu, like Nanda Maharaj has a temple, and he has a Vishnu form there, worship. У Нанда Махараджа есть храм Вишну, и там ему поклоняются. We see even they went to the Shiva temple in Bhagavatam. They went to that was in Ambika. They went to the Shiva temple and they're worshiping Shiva also. В Бхагаватам даже объясняется, что они ходили в храм Шивы и поклонялись Шиве. And they worshipped Indra also. Также они поклонялись Индре, как мы знаем. But of course, the devatas in the spiritual world are also not material devatas. Но в духовном мире деваты это не материальные живые существа. So the devatas in the spiritual world have spiritual bodies. У деват в духовном мире духовные тела. Спасибо за лекцию. Я хотела спросить, почему Кришна повторяет свои игры? Я хотела спросить, почему Кришна, он повторяет свои игры, то есть... Why does Krishna replay his games, his pastimes? So repeats them all the time. Well, of course, he has, we can say, regular activities he does in the spiritual world. That's the daily activities, which are so it's like a certain model. He gets up in the morning and then he bathes and he goes out and with the cows and then he has pastime with the gopis and he comes back in the evening. So there's some regular things that happen like that. То есть в духовном мире Господь проявляет некую регулярность. То есть он каждое утро встает, там завтракает, идет пасти коров со своими друзьями, встречается. Потом возвращается с пастбища обратно, то есть есть некая регулярность его действий. And then there's some regular special pastimes like lifting Govardhan hill or dancing on Kali, whatever. Есть особые игры, которые также имеют место. Это, например, то, что Господь поднимает холм Говардхана или танцует на клобуках Кали. So these we can say give special pleasure to Krishna and the devotees. Это доставляет особое удовольствие Кришне и его преданным. At the same time, we shouldn't think that Krishna is limited to these particular pastimes and he doesn't perform any other pastimes. Но мы при этом не должны думать, что Кришна ограничен именно этими играми, что не проводит никаких других. And even if he performs these pastimes repeatedly in different universes, they're always different. Даже несмотря на то, что Господь проводит
похожие или одинаковые игры в разных вселенных, это не означает, что они идентичны. Krishna and the devotees experience a new type of pleasure each time. Каждый раз Кришна и его преданные испытывают новые ощущения в этих играх. So in these pastimes, the pleasure is always new. Поэтому удовольствие, которое испытывает Кришна и его преданные в этих играх, оно каждый раз новое. Вопрос про Брахма Лилу. Получается, она же проходит каждый раз, когда Кришна приходит. И как происходит у Брахмы, то есть у него каждый час, что ли, в его день Брахмы, каждый час у него происходит, он впадает в иллюзию и каждый час крадет пастушков. Вчера задавали вопрос. Да. He asks the question from yesterday that Krishna comes every day of Brahma, so every day of Brahma. That means that the same Lila pastime appears. Что я перевожу или что? Если есть ответ, то да ладно. So, and Krishna comes every day of Brahma, and so does it mean that Brahma forgets every day what happened to him the other day? Yeah. Well, yeah, this is all the arrangement of the Supreme Lord. Таково устроение Господа, Он так устраивает. We can't blame Brahma. Мы не можем винить Брахму в этом. Just as in the spiritual world, also they have repetitive pastimes, but they forget. It's not their fault. It's the part of Krishna's yoga maya. Так же, как в духовном мире игры постоянно повторяются, но это не вина жителей духовного мира. Это, то есть Господь так устраивает. So, by the arrangement of the Supreme Lord, even if they have pastimes repeatedly, it's always new. То смысл в том, что даже если какие-то игры повторяются регулярно, это не означает, что они всегда одинаковые, они постоянно новые. In the material world, when we experience something too much, then it's no longer pleasurable. Когда в материальном мире мы получаем определенный опыт много раз, то удовольствие, которое приносит этот опыт, оно не становится привлекательнее от раза к разу. That's the nature of material enjoyment. Такова природа материального наслаждения. It loses its pleasure after some time. Через какое-то время удовольствие, которое можно получить, оно исчезает. But not so in the spiritual world. Но в духовном мире все не так. Even if it's the same pastime, it becomes more and more relishable each time. Даже несмотря на то, что игры повторяются постоянно, с каждым разом вот эта радость или счастье, которое они приносят, становится все больше. And that's because Krishna is the source of ever new rasa at all times. Поскольку Кришна является источником вот этих все время обновляющихся рас. Махарадж, сейчас идут споры вообще, печати, и вообще наше ведическое знание говорит, нельзя увидеть точного понимания, точного ответа. Земля плоская или круглая? There's a lot of talking about if the earth is flat or is it round. So what? The earth Is it so flat? what's his question? So what is it? Flat or Flat or round? round? Well, if you look in the Bhagavatam in the 5th canto, it appears to be somewhat flat. There's what we call the Bhumandala. Если почитать Шримад Бхагаватам в 5-й песне, там объясняется, что Земля это Бхумандала. But it's not just flat. Но она не совсем плоская. In the center, there's this huge mountain bigger than the whole earth. В центре находится гора, которая больше, чем вся Земля. This is Mount Meru. Меру, гора Меру. And nobody can see it. Но никто ее не видит. And then there are these varshas, divisions on this central island called Jambudvip. И в центральном острове Джамбудвипа, который называется, есть различные части. Сектора. So one of these sections is what we presently know as Earth, Varsha. И один из этих секторов или частей этой местности как раз называется Бхарата-варша или Земля. Then around this circular island, there's a circular ocean of salt water. И вокруг находится как бы соленый океан. Then there's another island. Потом идет следующий как бы круглый остров.
Then there's another ocean. Затем снова океан. But it's not a water ocean. I think there's a milk ocean, there's a ghee ocean, there's a yogurt ocean, there's a liquor ocean. Это океаны не с водой, там молочный океан, океан йогурта, океан со спиртным, так сказать. So there are many islands out there with different types of oceans. И то есть вокруг находится много островов, которые кругом идут, и вокруг них всегда океаны вот эти. And then the outer portion is a huge portion, and nobody lives there at all. It's all dark. Dark. Yeah, there's no sunlight there at all. И также есть сфера определенная, которая занимает еще больше территории, чем все остальные, которая всегда находится во тьме, там никто не живет. So all this is called Bhumandala. И все это называется вместе Бхумандала. Let's see, one level, and above that we got, Svargaloka and other higher planets. Есть другие уровни, где Сваргалока, другие планетные системы. And below that, then we got the hellish planets. А ниже этого находятся адские планеты. So this is quite different from our modern conception of, planets floating around the sun. Поэтому все это описание очень сильно отличается от современных представлений людей, что есть планеты, которые вращаются вокруг Солнца. И еще говорится, что как будто Земля под каким-то колпаком. Ракеты не могут пройти вообще в безвоздушное пространство. It is also said that the Earth is above the Earth is some dome. Above the Earth? Yeah, above the Earth, and that if we release rockets, they cannot. They bounce off the dome. То есть эти ракеты врезаются в этот купол. Well, in the Bhagavatam, the only dome is we can say, the shell of the universe. В Бхагаватам единственная оболочка, которая там описывается, или купол, это оболочка Вселенной. And this is made out of the different elements like earth, water, fire, air. И она состоит из различных элементов земли, воды, огня, воздуха, эфира и так далее. And no one can get through that. И никто не может ее преодолеть. But, as Prabhupada explains, we can't even go up to the next loka. Но Прабхупада говорит о том, что мы не можем подняться даже до другой локи. Because to get there, you need a proper body. Потому что, чтобы попасть на другую локу, необходимо соответствующее тело. We have a certain composition of elements. Наше тело состоит из определенных составляющих. So if you go to Bhuvarloka or Svargaloka, the elements of bodies are different. Но если вы отправитесь на Сваргалоку, то там тела состоят из других элементов. Even the planets are different. Даже планеты другие. So therefore we can't even go to those places. Поэтому мы не можем попасть на эти планеты. We can't even see them. We can't even see those planets really. Мы даже не можем их видеть на самом деле. So we may think we've gone to the moon, but actually we don't go to Chandraloka, which is a heavenly planet at all. We just see a bunch of rocks. Поэтому люди говорят, что они были на Луне, но Луну невозможно увидеть. Это Чандралока, это небесная планета. So you have to have a more purified consciousness and a purified body to experience higher levels in the universe. Потому чтобы подняться до этих планет, необходимо другое тело, более возвышенное тело. Что мы видим? Раху. What do we see? What do we see? Well, we see a conception of something based upon our particular body with its particular senses made out of particular elements. Мы видим нечто, что соответствует уровню нашего сознания, наших глаз и так далее. So it was not wrong. Это не сказать, что это неправильное. From our point of view, it's right. С точки зрения нашего сознания это верное видение. But it's also incomplete knowledge. Но это не полное знание. And if we're to expand our consciousness a little bit, then we'll see a little more. Если мы расширим свое сознание, тогда мы сможем видеть больше. And that's what scientists try to do. И именно этим занимаются ученые. But still themselves conscious, so therefore they can only see a certain amount of this universe. Но поскольку они сами ограничивают свое сознание, они могут видеть только лишь ограниченную часть всего, что есть. So if one were to come to the position of a yogi, who's really separated himself from, all the senses and etc., and he has control over the subtle body, he would see a different universe.
Поэтому, если человек становится йогом, он отделяет себя от своего тела, от своих отождествлений, тогда он может видеть другую часть Вселенной. If we're free from this gross body and its senses, we're free to travel in our subtle body, and we can go around the universe. Если мы освободимся от контроля своего тела, своих чувств, то тогда мы сможем в своем тонком теле даже путешествовать по Вселенной. And our perception of the universe will be completely different from what we see it now. И наше представление о Вселенной будет совершенно другим, чем то, каким мы воспринимаем его сейчас. В материальном мире существует время. Как обстоят дела в духовном мире? У Господа есть время или в духовном мире есть время? So in material world we do have time. What about time in spiritual world? Oh, yeah. Yeah. So the time that we know with past, present, future, that it never stops and goes on forever, that is material. То есть то время, которое есть у нас, прошлое, настоящее, будущее, это материальное время, которое никогда не кончается. It's part of this Bahiranga Shakti, the material energy. Это часть Бхахиранга Шакти, то есть материальная энергия. But we do have a time in the spiritual world. Но в духовном мире также есть время. Krishna has his daily pastimes, and there's a day and a night. У Кришны есть регулярно повторяющиеся игры, есть день, есть ночь. And we see even seasons are there. Мы видим, что даже есть времена года там. But these are all operating by the will of Krishna. Но все это происходит по воле Господа, Кришны. For enhancing the pastimes. Для того, чтобы усилить его игры. That's what we say is a time which functions for producing bliss. То есть это время, которое функционирует для того, чтобы усилить блаженство Кришны. In the material world, we have a time which creates, birth, death, old age, disease, etc. В материальном мире время у нас действует так, что есть рождение, смерть, болезни, старость. And creation, destruction of bodies, and ultimately material universe. Время разрушает тела и в конечном счете разрушает всю Вселенную, материальное творение. So it doesn't create happiness; it creates anxiety and distress. То есть время не производит счастья, не рождает счастья, но рождает страдания и разрушения. And we have no way of counteracting that. И у нас нет никаких возможностей как-то этому противостоять. So in the spiritual world, time is a function of bliss only. Но в духовном мире время – это функция блаженства, то есть то, что способствует блаженству. Мы знаем, что были случаи, истории, когда с духовного мира преданные спускались для того, чтобы поменять расу. Чем это вызвано? Потому что считается, что раса – это свойство живого существа, которое природно его, он занимает это положение, когда очищается, возвращается к Богу. А чем вызвано вот это изменение? Желание изменить вот эту расу. И как Кришна относится? Какие отношения, как это все происходит? We know that a certain person has a certain rasa to Krishna, but sometimes we also know that some devotees, they sort of transcend to material world and then come back in order to change the rasa. Such as? Есть примеры этому? He went to the spiritual world and came back? Yeah. Where is that said? А где об этом говорится? То есть он пришел в материальный мир, чтобы расу поменять. So he said that Vamshadas Babaji came to the material world to change his rasa. Oh. Well, maybe somebody says that, but basically a rasa is what we call a sthai bhava. Может, кто-то это и говорил, но в основном мы знаем, что раса – это стхай бава. So a sthai bhava means a permanent bhava. Стхай бава означает постоянная бава. And then that mixes with anano bhavas and vyabhacharya bhavas, etc., and that becomes a rasa. It mixes with other elements. Like Когда она смешивается с различными элементами, она становится расой. So, if we're in the material world and we're doing sadhana, then we can aspire for
different relationships with the Lord. Когда мы находимся в материальном мире и совершаем определенную практику, мы можем стремиться к определенным расам с Господом. And when we get to bhava stage, this becomes sthāyi bhava. Когда мы достигаем уровня бхавы, то это стхая бхава. So it could be sakya or madhurya or vatsalya or whatever. То есть это могут быть сакья, мадхурья, ватсалья раса. And then this matures into prema. И затем это все как бы превращается в прему. And when we experience that bhava and prema, we're very satisfied with what we aspired for. We're getting the result. И когда мы достигаем бхавы или премы, то как бы это тот результат, к которому мы стремимся. And then in the spiritual world, we experience the same rasa. И затем в духовном мире мы испытываем ту же самую расу. So in the spiritual world, everyone is satisfied with their particular rasa. В духовном мире все удовлетворены той расой, в которой они находятся. If it were not so, then the whole spiritual world would be unstable. Если бы это было как-то иначе, то тогда весь духовный мир был бы очень нестабилен. And when we have people switching rasas and switching planets and whatever, and ultimately everyone would go to Krishna Loka and become a gopi, and then there would be nobody left in the spiritual world. То это означало бы, что все постоянно меняли бы расы, уходили бы из духовного мира, и все бы в итоге пришли к Кришне. So in Brihad Bhagavatamrita, there's Sanatana Goswami explains that through, I think, Narada Muni's voice, he says that everyone is satisfied with their particular rasa. В Брихад Бхагаватамрите Санатана Госвами голосом Нарада Муни объясняет, что там, в духовном мире, все довольны или удовлетворены своей расой. So we can, of course, objectively say Madhurya is higher than the others, but everyone is completely satisfied with his particular rasa. That's the nature of rasa. Мы можем сказать, что Мадхурья раса выше, чем Ватсалья раса, но в духовном мире все удовлетворены именно той расой, которую они проявляют. Поэтому они не стремятся как-то поменять расу. А нам доступна любая раса или только определенная какая-то? Is any rasa available for us? Is any rasa available for us? Can we get any rasa? Oh, well, with Krishna, with Vishnu is only dasya or santa. С Вишну у нас могут быть только даси раса или шанта раса. So Krishna, there is choice. С Кришной же есть выбор. But generally, like in our sampradaya, there's an obvious emphasis upon Radha and Krishna. So therefore, Lord Chaitanya comes to give Radha Krishna's love to everyone. So there's an emphasis on Madhurya Rasa. But not everybody will be Madhurya Rasa. There'll be Sakya Rasa, Vatsalya Rasa. Да, в нашей сампрадае как бы больше всего подчеркивается именно Мадхурья раса. Господь Чайтанья показал Мадхурья расу Радхи, в отношении Радхи и Кришны. Но это не означает, что у всех будет именно эта раса. Будет и Сакья раса, и Ватсалья раса, по-разному. То есть мы проявим ту расу, которая у нас как бы уже, не знаю, заложена, и мы можем как бы развить и достичь любых взаимоотношений. Does it mean that some particular rasa is in our nature, and we will can manifest only that rasa and not other? It's not really explained, but the main point is due to association we develop our inspiration. Объясняется то, что в действительности благодаря общению развивается определенная раса. So you associate with Vishnu worshippers, you worship Vishnu. You associate with Krishna worshippers, you worship Krishna. But you can choose your association also. То есть можно выбирать себе общение. Если вы общаетесь с теми, кто поклоняется Вишну, у вас будет соответствующая раса. Если вы общаетесь с теми, кто поклоняется Кришне, служит ему, то тогда у вас будет как бы другое отношение. So we can say ultimately it's the mercy of devotees that influences one. В конце концов, вернее, как бы как результат мы можем заключить, что все происходит по милости преданных. Это они влияют на. So due to their mercy, then you develop in a certain direction because you become inspired by that. Да, то есть общаясь с преданными, мы развиваем определенные отношения и устремления. То есть наша раса изначально может быть изменена. So our original rasa can be changed. Well, we don't have rasa now. Сейчас у нас нет никакой расы. We have material rasa. У нас есть материальная раса. In bhava stage, we get an injection of the
Samvit Hladini Shakti, that's the bhava, the sthayi bhava. That manifests in bhava stage. It's not there before. In bhava stage. Пожалуйста, не разговаривайте, очень сложно переводить, когда вы между собой разговариваете. In bhava stage, that we get Hladini and Samvit Shakti's internal energy manifested in the jiva. На уровне бхавы хладини и самвит шакти проявляются. So that creates the rasa. That's the sthayi bhava, part of the rasa. И это порождает расу, стхаи бхаву. So to get there, we have to start with the seed of bhakti, and that develops gradually into that sthayi bhava. Для того, чтобы это все развивалось, необходимо получить семя бхакти и затем как бы выращивать его. And the seed of bhakti is planted by Guru and Krishna, mercy of Guru and Krishna. Вот это семечко поливается по милости Гуру и Кришны.